Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог, и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях очень быстро убрать даже самые глубокие морщины. Омоложивающая антивозрастная маска на основе пищевой соды отлично разглаживает морщины, освежает цвет лица в момент смывания. Сегодняшняя маска отлично расширенные поры очистит, уберет черные точки, комедоны, дополнительно отшлифует поверхность кожи. Кожа будет выглядеть глянцевой, как после очень дорогого салона. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. Также для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску за час до сна. Утром ваша кожа будет выглядеть очень свежей. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе. Маска подходит для всех типов кожи. Не наносите сегодняшнюю маску на кожу вокруг глаз. После применения этой маски поделитесь своими впечатлениями и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Возьмите пищевую соду. Сода – это наилучший компонент, который вы можете использовать для ухода за возрастной кожей лица в домашних условиях. Сода отлично шлифует поверхность кожи, убирает пигментные пятна, выравнивает цвет лица. Также в момент смывания сода отлично очищает даже самые закупоренные поры, разглаживает морщины. Возьмите 1 чайную ложку пищевой соды. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится крахмал. Крахмал можно использовать как кукурузный, так и картофельный. Если у вас нет под рукой готового крахмала, возьмите сырой картофель, натрите на очень мелкой терке и используйте кашицу для приготовления домашней маски. Возьмите также 1 чайную ложку картофельного или кукурузного крахмала. Тщательно смешайте все сухие компоненты так, чтобы не было комочков. В момент приготовления домашних масок не торопитесь, тщательно смешивайте ингредиенты. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Также соблюдайте порядок добавления ингредиентов. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится мыльный раствор. Можно использовать пенку для бритья, пенку для умывания. Если у вас нет готового мыльного состава, возьмите мыло. Лучше всего взять детское, глицериновое, либо оливковое мыло. Натрите на очень мелкой терке, залейте сверху водой комнатной температуры, подержите на медленном огне, постоянно размешивая так, чтобы получилась однородная мыльная консистенция. Мыло в момент смывания дополнительно будет очищать кожу. Также нужно взять 1 чайную ложку мыльного компонента. Для сегодняшней маски я использую пенку для умывания с алоэ вера. Если вы используете пенку, возьмите вот такое количество. И тщательно взбейте все компоненты, так, чтобы получилась однородная приятная консистенция. Если вы используете мыло, натертое на очень мелкой терке, то также вбейте в предыдущие ингредиенты. Должна именно пена сама спасть и хорошо войти во взаимодействие. На этом этапе консистенция маски должна иметь вот такую хлопковидную консистенцию. Как раз этот эффект в момент смывания и будет давать очищающее воздействие на кожу. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится сок алоэ. Можно использовать готовый сок алоэ, также можно использовать аптечный алоэ, также подойдет и алоэ из геля или геля алоэ или алоэ вера. Если вы используете гелевую основу, то возьмите 1 чайную ложку геля алоэ, разведите водой комнатной температуры до получения жидкой консистенции. В сегодняшнюю маску нам понадобится добавить 1 чайную ложку алоэ или алоэ вера. Тщательно смешайте все компоненты до получения однородной консистенции.
Не торопитесь, тщательно вбивайте компоненты. И следующий ингредиент для этой маски нам понадобится глицерин. Глицерин – это маслянистая, прозрачная, бесцветная жидкость, не имеющая запаха, но со слегка сладковатым вкусом. Глицерин – отличный увлажняющий компонент, который предотвращает процесс обезвоженности кожи. Нужно взять 10 капель глицерина. И также тщательно взбейте все компоненты. Следующий ингредиент. Для этой маски нам понадобится косметическое масло. Используйте для сегодняшней маски масло миндальное. Оно отлично увлажняет кожу, хорошо смягчает, убирает шелушение и сухость. Также возьмите 10 капель косметического масла. И также тщательно взбейте все компоненты. Маска имеет очень приятную консистенцию. Перед нанесением домашней маски подготовьте свою кожу, сделайте кислотный скраб или пилинг. Возьмите 3 или 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты, размочите их водой комнатной температуры, нанесите на влажную умытую кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. Не наносите кислотную скатку на кожу вокруг глаз. В момент нанесения сделайте легкий скрабирующий массаж не более 3 минут. Затем оставьте кислотную скатку еще на 2 минуты и смойте водой комнатной температуры. Для жирного типа кожи кислотную скатку нужно делать 1 или 2 раза в неделю, для сухого типа кожи 1 или 2 раза в месяц. После того, как смыли кислотную скатку, промокните лицо махровым полотенцем и нанесите на влажную кожу сегодняшнюю маску. Маску нужно наносить в 2 слоя. После нанесения первого слоя он очень быстро впитается, поэтому сразу нанесите второй слой. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размочите лицо влажным махровым полотенцем и смойте водой комнатной температуры. В момент смывания также сделайте массирующие движения. Затем нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую, обнимаю, всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана, увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего, пока-пока.